И, наконец, гвоздь нашей программы – это карась. Это очень вкусно. Рыба отдельно, кости отдельно, картошка отдельно. Посмотрите, какой пирог я испекла. Да-да, это с целыми карасями. С головой, с костями, с плавниками. Все прям целиком. Так я готовлю очень давно. Пирог получается очень вкусный, сочный и ароматный. Посмотрите, какие у нас прям целые караси. Карасей мы ловили сами. Вот они у нас вот такие вот красивенькие, сочные. У меня прям слюни текут. Просто невозможная красота. Посмотрите, сколько сока. Сейчас я не могу его взять, потому что он очень горячий. Внизу у нас в пироге картофель. То есть этот пирог мы будем есть отдельно. Низ отдельно. У нас получается вот верхняя корка, мы ее открыли. Она просто убирается. Ее можно не есть, кто как любит. Вот. И отдельно рыбку. То есть посмотрите, это все вот такой вот красотой мы приготовили просто на ужин. А как его готовить, я вам сейчас расскажу. Все очень легко и просто. Погнали? Для начала мы займемся тестом. Естественно, нужно поставить тесто. Так, я делаю, как всегда, опару. Чайную ложку сахара. Буквально так, чайную ложку муки. И сюда всыпаю один пакетик дрожжей, 11 грамм. И все перемешиваю и жду, когда она подойдет. Все, опару выливаем в емкость. Сюда добавляю теплую воду, 500 миллилитров. Соль 2 чайных ложечки, вот такие вот, без горки. Сахар 2 столовых. Размешали быстренько все это дело. И сюда всыпаем муку. 700 грамм. Ну, частями нужно вот так вот вводить муку. Так, и еще остатки. Так, далее сюда добавляю. Смотрите, масло я сюда добавляю с запахом. Вот такое вот оно желтенькое, будет пахнуть семечкой. Очень вкусно в этом пироге. Вот это вот масло просто обалденно. Вот 2 столовых ложечки, этого будет достаточно. Смесили тесто, потом я беру, это же, ну, ароматное, я его называю еще вонючее масло. Вот так чуть-чуть сверху намазали тесто. Все, оно у нас будет теперь подходить. Его накрываем полотенцем и ждем, пока оно у нас не поднимется. Тесто наше поднялось, посмотрите, какое красивое оно у нас вот такое вот получилось. Вот такое, смотрите, о, какое пузырчатое. Все, с тестом мы разобрались. Теперь показываю, как я делаю начинку. Этот пирог традиционно готовится без картофеля, но наша семья любит с картофелем, поэтому в один слой я все-таки кладу картофель в пирог. Я беру картофель и нарезаю кругляшками, просто вот такими тоненькими кругляшками, вот такие полупрозрачные. Вот. Я беру, ну, чтобы дно закрыло, грубо говоря, штук 6. Вот мне достаточно будет. Все, нарезанный картофель, я его сразу присаливаю. Это вот все по вкусу, ну, примерно 2 щепотки-то я это делаю. Все смешали, перемешали и отставили в сторону. Начали резать лук. Лук вот такая головка, крупненькая. Лука должно быть много. Рыбные пироги любят лук. Все, тоже мелко нарезаем кубиком. Лук тоже присаливаем. Тоже буквально вот так вот 2 щепоточки. И все тоже перетираем. Лук с солью, чтобы он дал сок. И, наконец, гвоздь нашей программы – это карась. Карасей мы сами выловили. Вот такие, смотрите, они крупные. Жабры мы почистили, пожалуйста. Убрали внутренности. Сейчас вот я обрежу вот эти вот плавниковую часть и хвостовую. Все остальное останется. И вот даже здесь еще есть и корка. Это тоже все пойдет в пирог. Но сейчас сначала обрезаем, а потом еще посолим. Все, плавнички отрезали. Теперь нужно посолить. Солим хорошенечко. Каждый карасик нужно прям просолить вот так вот. Солью втереть. Все, натерли. И икру также посолили.
Припыляем стол мукой. Так, немножечко. Так, берем из нашей мисочки тесто. Вот так вот. Отщепляем его. Вот оно у нас такое, знаете, еще такое мягенькое и маленечко липнет. Оно такое должно быть. Все, теперь мы его раскатываем. Тесто раскатываем тонко. То есть оно у нас вот такое вот прозрачное. Берем его на скалку, наматываем. Тут столкнулась с такой проблемой. У меня, оказывается, подруги не знают, как перенести тесто на противень. Наматываем на скалку. Вот таким образом. Раз и раскатываем, переносим. Начинку раскладываем быстро, чтобы у нас тесто не успело подняться. Иначе вся начинка, она как бы вот питается в это тесто, и пирог не будет сочным. В этом весь секрет. Все вот в один слой. Все, уложили, готово. Далее укладываю караси. Посмотрите, прям целиком, ничего мы не режем. Вот как есть, так и укладываем. Так, крупненькие положим так в центр. Такие чуть поменьше. Мы их по краям. Вот так. Прям со всеми костями. И вот у нас вошло 4 штучки. Далее я вот так вот беру, и вот где в пустые места я кладу икру. Далее на всю эту красоту мы выкладываем наш лучок. Он у нас вот такой стал сочный очень. И уже такой мягкий. То есть он очень быстро приготовится, и прямо его практически не будет видно. Кто не любит с луком, он у нас растворится. Вот так вот по всей рыбе, вот так хорошенечко раскладываем. Все, по краям везде. Лук должен быть прям, много его должно быть. Должен покрывать рыбу. Вот таким образом мы все это сделали. Так, далее берем подсолнечное масло растительное. И прям по чуть-чуть вот так вот, вот несколько ложечек на рыбку поливаем. Вот уже вторая ложечка. Буквально вот 3-4 ложки этого достаточно будет. Все вот это вот на лучок, на рыбку, потому что рыба-карась, она у нас не жирная, ну недостаточно жирная, как хотелось бы, не как северная рыба. И все, поэтому вот нужно будет вот так вот пролить подсолнечным маслом. Присыпаем стол мукой, берем еще какую-то часть, я вот так все это на глаз делаю. У нас еще остается тесто. Я покажу, что мы из него сделаем. Не бойтесь, что тесто осталось. Вот верх будет намного меньше, чем низ. Вот, то есть вот такой вот маленький вот такой колобочек. Вот, его тоже раскатываем. Тесто раскатали, на скалку накрутили, на пирог перенесли. Вот таким образом. То есть оно очень тонкое. Все, начинаем закрывать пирог. Залепили наше тесто, и теперь его нужно вот так чуть-чуть растянуть, чтобы вот он вот прям вот по всему листику у нас разошелся. Вот видите, карасики у нас закрыты, тесто очень тонкое, практически прозрачное. Все, мы его очень быстро залепили, и теперь ставим в духовку. Духовку я нагрела до 180 градусов и ставим на 50-60 минут. У нас все отлично пропечется, потому что я этот пирог делаю уже всю свою сознательную жизнь. Все пропечется, будет все хорошо, не волнуйтесь. Все, ставим в духовку, но перед этим сначала смажем немножечко растительным маслом. Отверстия в пироге не делаю в этом, оно здесь не нужно. Все вот так вот прошлись подсолнечным маслом. Все, пошел пирог в духовку. Ну, примерно, сейчас будем смотреть, 50 минут это точно. И вот то, что я вам обещала. Не переживайте, то, что у вас осталось тесто. Я всегда это делаю, всегда ставлю тесто чуть больше на пирог. Вот у нас осталось совершенно вот немножечко. Тесто вот такой вот колобочек. Сейчас из них мы просто сделаем дружную семейку. Тесто раскатываем. И отрезаем от него вот такие вот небольшие кусочки. Раскатываем лепешечку. У меня сегодня начинка будет клубника. Лесная клубника. Вот она. Она просто перетертая с сахаром. Вот мы ее сами собираем. Потом я ее сахарю и просто вот в контейнер складываю. Вот в такой контейнер у меня вот оно. И стоит в морозилке. Вот так вот сюда кладем. И края защипываем.
Вот таким образом все защипили. Защипнули. Так, далее берем сковородку. Я думаю, у всех такие сковородки есть. Смазываем маслом растительным. Все, надо еще края, вот так бортики все промазать, потому что у нас тесто будет подниматься. Мы сейчас поставим все это на расстойку. Как раз, когда будет пирог у нас готов, наша семеечка поднимется. И укладываем вот таким образом. Уложили нашу семеечку. Здесь большие получились, здесь я разделила еще тесто, маленькие получились. Ничего страшного. Тоже все вот так вот смазываем растительным маслом. И ставим в духовку при 180 градусов минут на 30-35. Все, пирог у нас готов. Он стоял 50 минут в духовке. Довольно-таки хорошо пропекся со всех сторон. Теперь берем сливочное масло и все полностью, вот все швы, вот это вот все проходим сливочным маслом. Как говорится, кашу маслом не испортишь. Вот это вот все вот так вот промазываем. Это будет аромат. Он и так очень вкусно пахнет. А тут еще запах сливочного масла. О, просто обалденно. Обалденный пирог у нас сейчас получится. Все маслом промазали. Теперь он должен немножечко отдохнуть. Прямо так, ничем не накрываем. Оставляем вот в таком виде. Все, ждем. И вот наша дружная семейка тоже подоспела. Посмотрите, какие они румяные получились. Их тоже нужно вот так пройти сливочным маслом. Сдоба будет очень ароматная и мягкая. Все вот так хорошенечко промазать. И тоже дать немножечко отдохнуть. Все, пирог отдохнул. Теперь смотрите, как его нужно будет кушать. Просто берем, о, сок пошел, и краешек вот так вот открываем. Просто от шва отделяем верхнюю кожу всю. Корку, естественно. Вот так вот по всему, вот так вот пирогу. Там сока вообще обалденный. Ничего не вытекло, никуда не ушло. Так, вот смотрите, какая тоненькая корка, она просто прозрачная. Видите, какая красота? Посмотрите, аромат стоит. Это просто не передать словами. Тесто у нас получается с подсолнечным маслом, которое с запахом. Запах подсолнечника обалденный, прям семечкой пахнет. Рыбка, посмотрите, дала сок. Вот. То есть мы чуть-чуть делали сюда подсолнечное масло. И вот такой сок дала рыбка и лук. Вот открываем. Вот смотрите. Теперь берем перчик и чуть-чуть вот так сверху присыпаем. Кто-то любит с лавровым листом. У нас в семье как-то не любят. И вот так вот чуть-чуть подперчим. Он прям свеженький, очень вкусно. Можно сразу, когда вы ставите выпекать, поперчить. Вот. Но мы любим вот прям свеженький перчик. Запах пошел от рыбы с перчиком обалденный. Это очень вкусно. Сейчас покажу еще прям вот под карасем. У нас там картошечка. Посмотрите, о, сок текет. Вы видите? Прям с карасей много сока. Все, это как естся. Это кушается очень просто. Мы достаем отсюда рыбку, но еще горячая, сейчас не могу пока достать. Вот. Достаем рыбку. Ох, ужас. Вот. Мы ее кладем отдельно на тарелку, а низ мы просто отрываем руками и просто кладем каждый сам себе, кому сколько нужно. Все это ест отдельно. Не так, как что разрезали пирог и руками едите. Нет, это все отдельно. Рыба отдельно, кости отдельно, картошка отдельно. Вот таким образом это все кушается. Готовьте. Кто тоже знает такие же рецепты пирогов, пожалуйста, пишите в комментариях. У кого-то кто-то готовил. Я впервые об этом пироге узнала здесь. У нас, получается, в Челябинской области мы проживаем. Кстати, кто откуда нас смотрит, тоже напишите в комментариях. Очень интересно обхват нашей все-таки территории. Кто нас смотрит, всех наших подписчиков. Интересно, кто где проживает. Пишите в комментариях, нам очень интересно, мы будем ждать. Вот. Пишите, кто пробовал такой пирог и кому это видео понравилось. Прошу, поставьте класс и напишите комментарий. Всем пока! И вот, наконец, наш бонус подоспел из остатков теста. Посмотрите, какая дружная семейка у нас красиво получилась. Обалденно мягкая, посмотрите. Ох, какая красота. Посмотрите. Все, готовьте. У вас получится. Это очень вкусно.